Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить еще один очень вкусный яблочный пирог. Такие пироги часто называют перевертышами, но можно сказать, что это такая очень вкусная шарлотка с яблоками, с карамельным соусом. И на самом деле этот пирог готовится очень просто, быстро, из самых доступных продуктов, которые точно есть у всех дома. Мой пирог я буду подавать с очень вкусным сметанным кремом. В этом пироге много яблок, немного теста снизу, которое пропиталось карамельным соусом. Это, конечно, невероятно вкусно. Тесто получается вот такое нежное, яблоки сохраняют свою форму и, конечно, божественный аромат карамели. И я очень рекомендую подавать его именно со сметанным кремом. Сладость яблок смешивается с кислинкой сметаны. Получается невероятное сочетание. Для приготовления теста мне понадобится выпекать пирог я буду вот в такой разъемной форме, диаметр 22 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой. Бока и дно формы можно слегка смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Излишки муки стряхнуть. В первую очередь для рецепта подготовлю яблоки. Очищу их от кожицы. Если у вас яблоки из своего собственного сада, можно кожицу не удалять. Разрезаю и удаляю сердцевину. Лучше всего для рецепта использовать яблоки с кислинкой. Подготовленные яблоки разрежу на крупные дольки. Я хочу, чтобы яблоки после выпечки сохранили свою форму. Полью лимонным соком и перемешаю. Также по желанию в яблоки можно добавить немного корицы. Для приготовления сливочной карамели мне понадобится лучше всего готовить карамель на сковородке или в сотейнике с толстым дном. Высыпаю на сухую сковородку сахар. Сейчас жду, когда сахар расплавится и станет такого красивого карамельного цвета. Здесь самое главное – не пропустить этот момент, когда карамель уже готова, чтобы она не была горькой. То есть надо не передержать ее на сковородке. Можно слегка перемешивать сахар, чтобы процесс шел быстрее. Довольно часто мне задавали вопросы, когда я готовила сливочную карамель, что карамель кристаллизируется обратно в сахар. Появляются такие крупинки сахара. Это может происходить от того, что на боках кастрюльки или сковородки остались не растаявшие крупинки сахара. Обязательно надо следить за тем, чтобы весь сахар расплавился. Если так получилось, что на боках у вас есть кристаллики сахара, просто возьмите воду и кисточку и слегка кисточкой с водой смойте этот сахар. Сейчас, когда сахар уже начал плавиться, процесс пойдет очень быстро. Посмотрите, у меня весь сахар расплавился. И сейчас очень быстро он начинает карамелизироваться. Доводим его до такого состояния светло-янтарного цвета. И когда пойдет такой легкий дымок, сейчас начнется кипение. Посмотрите, появляется вот такая легкая пена. Карамель становится вот такого красивого оттенка. И вот сейчас в сковородку я добавляю сливочное масло. И также сразу можно добавить и соль. И хорошо, интенсивно все перемешиваю. Сковородку выключаю. И вот получается такая очень красивая сливочная карамель. Такой карамельный соус. Соус переливаю в форму для выпечки. Сверху начинаю выкладывать яблоки. Самое главное, очень аккуратно. Карамель горячая, чтобы не обжечься. Выкладываю яблоки плотно друг к другу. Карамель прямо еще кипит. Поэтому, как я уже сказала, очень аккуратно. И выкладываю тоже в центр.
Я выложила все яблоки очень плотно. Приготовлю тесто. В миску разбиваю яйца. Всыпаю сахар и соль. Взбиваю яйца с сахаром в пышную светлую массу, примерно в течение 3-4 минут. В полученную массу добавляю экстракт ванили, вливаю молоко, быстро перемешиваю, вливаю растительное масло и также перемешиваю. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Все перемешиваю. Подбираю муку со стенок миски, чтобы не было ни промеса. В итоге получилось вот такое негустое тесто. Если вы, как и я, будете использовать разъемную форму, лучше дно обернуть фольгой, на всякий случай, если вдруг карамель будет немного подтекать в духовке. Выливаю тесто сверху на яблоки. Разравниваю лопаткой. Слегка покрутите форму, чтобы вышли пузыри воздуха. И сейчас пирог я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирог я достала из духовки. Такой красавец получился. Обязательно проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Оставляю его остывать в форме минут на 10. Пирог немного остыл. Я пройдусь слегка по краю формы. Накрываю сверху блюдом и аккуратно и быстро переворачиваю. Потерялось одно яблочко, добавляю его обратно. Этот пирог я рекомендую подавать теплым. Можно его подать с шариком мороженого или сделать очень вкусный соус. Здесь у меня жирная сметана, 30%. Также добавляю немного сахарной пудры и немного экстракта ванили, примерно пол чайной ложки. Перемешаю. И у меня будет очень такой простой и вкусный сметанный соус. И я сейчас попробую. Я хочу взять все. И карамельные яблоки, и тесто, и, конечно, сметанный соус. Сочетание просто потрясающее. Карамельные яблоки. Именно чувствуется вот такая замечательная сливочная карамель. Нежное тесто. И сверху сметанный соус. Это вообще именно кислинка сметанного соуса настолько дополняет вкус этого пирога. Я вам настоятельно рекомендую его приготовить и попробовать именно с этим соусом пирог. Друзья, обязательно готовьте, это очень вкусно. И я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Языков «Позитивная кухня». Всем пока!